Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Как избавиться от синяков и гематом? Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Синяки, в медицинской терминологии гематомы, являются симптомом повреждений мягких тканей. Вопреки распространенному мнению, они появляются не только вследствие ушиба, но очень часто возникают сами по себе. В исследовании, проведенном в Соединенных Штатах, из 500 здоровых взрослых 18% сообщили об этой проблеме. Причем женщины оказались более восприимчивы к синякам, чем мужчины – 24% против 7%. Важную роль здесь играет и возраст. Со временем стенки кровеносных сосудов сужаются, а кожа и жировая подкладка под ней истончаются, что ослабляет защиту при травмах и увеличивает подверженность ушибам. Как образуются синяки? Синяки – это кровоизлияние диаметром от 5 мм до 10 см и более, которое происходит под неповрежденной кожей и хорошо просматривается через ее прозрачную ткань. Синяк означает, что травма была достаточно сильной, чтобы повредить кровеносные сосуды. Кровь попадает в подкожную клетчатку, поэтому вначале место воздействия приобретает темно-синий или темно-фиолетовый цвет. На этом этапе организм активирует защитные механизмы. Неповрежденные кровеносные сосуды в области ушиба сжимаются, препятствуя притоку крови к месту травмы. Тромбоциты активируют систему коагуляции, закрывая сломанные капилляры. По мере поглощения крови синяк становится ярче. Цвет синяка зависит от глубины расположения травмированного сосуда. Сначала темный оттенок превращается в черный и синий, а затем, с течением времени, в желто-зеленый. Биохимические процессы в организме ответственны за это изменение цвета. Когда гемоглобин, красный пигмент крови, постепенно разрушается, образуется биливердин, который дает зеленый цвет. Еще через несколько дней образуется желтый билирубин, что указывает на окончание фазы заживления, которая обычно длится около 2 недель. Причины появления синяков. Почему возникает ломкость капилляров? Их целостность зависит от способности системы коагуляции предотвращать травму сосудов, а также сопротивления давления между просветом сосуда и внешней средой. Тем не менее, даже если все эти элементы в норме, более серьезные травмы могут привести к кровоизлиянию – гематоме. Заболевания крови. Если никаких видимых травм вы не получали, а синяки образуются как бы сами собой, плохо заживают, их много или они даже образуются из-за небольшого давления, то это может быть следствием болезни. Легкие кровоподтеки – это признак, который отвечает за некоторые наследственные заболевания соединительной ткани из-за дефекта коллагена, возникающего в результате хрупкости капилляров. Чаще всего синяки появляются в результате проблем со свертываемостью или кровеносными сосудами. Здесь также участвуют наследственные заболевания, например, гемофилия и болезнь фон Виллебранда, при которой в крови отсутствуют компоненты, ответственные за коагуляцию. Однако эти заболевания довольно редки и диагностируются в детстве. Более вероятной причиной может быть дефицит витаминов К или С. Витамин К участвует в процессах свертывания крови. Среди прочего, необходимо модифицировать белки, синтезируемые в печени, такие как протромбин и факторы свертывания крови. Витамин С отвечает за эластичность кровеносных сосудов. Когда его не хватает, они становятся слишком хрупкими и легко ломаются, поэтому образуются синяки. Употребление лекарств. При поиске причин возникновения синяков также стоит учитывать применяемые препараты, особенно те, которые нарушают гемостаз.
все механизмы, препятствующие кровотоку из кровеносных сосудов. Это особенно относится к обычно используемым антиагрегатным агентам, а также к пероральным антикоагулянтам. В целом препараты, разжижающие кровь, кортикостероиды, гепарин, варфарин, а также популярные болеутоляющие и жаропонижающие средства, такие как аспирин и ибупрофен, могут способствовать подкожному кровоизлиянию. Дефицит железа и витамина В12. Анемия, вызванная дефицитом железа или витамина В12, также является частой причиной появления синяков. Когда в крови меньше гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов, это означает анемию и проблемы с ее правильной плотностью и свертываемостью. При подозрении на анемию стоит провести базовые анализы крови, морфологию и СОЭ, а затем проверить уровень железа, витаминов В12 и В9. Такие тесты также исключают потенциально наиболее опасное заболевание, связанное с чрезмерной склонностью к синякам, то есть миелолейкоз, чаще всего сопровождающимся сильной усталостью, инфекциями, головными болями и отсутствием аппетита. Если синяки появляются вместе с сосудистыми звездочками или сопровождаются болями в ногах, судорогами и припухлостью, в дополнение к анализу крови стоит провести ультразвуковое исследование нижних конечностей. Другие причины появления синяков. Другим заболеванием, проявляющимся частыми подкожными кровоизлияниями, является почечная недостаточность, которая сопровождается повышенным давлением, слабостью, тошнотой и рвотой. Гематомы также могут быть связаны с избыточным употреблением алкоголя и циррозом печени, и даже желудочно-кишечными заболеваниями. Если вы подозреваете какие-либо из этих проблем у ваших домашних или у вас появляются синяки без видимой причины, лучше всего обратиться к врачу. Первая помощь при появлении синяка. Существует несколько естественных способов, как избавиться от синяков, сократить время заживления от маленьких кровоизлияний, одновременно уменьшая боль и отеки. Однако следует помнить, что, как и во многих косметических или медицинских проблемах, актуальные средства и употребление большого количества продуктов, способствующих заживлению и даже уменьшающих склонность к синякам, также важны. Первая помощь. Сразу после травмы нанесите холодный компресс, например, лед, на пораженный участок. Низкая температура сожмет кровеносные сосуды и предотвратит дальнейшее кровотечение, а также уменьшит боль. Помните, нельзя прикладывать лед прямо к коже. Лучше всего обернуть его, например, хлопчатобумажной тканью. Нанесите компресс на 10 минут. Затем сделайте 20-минутный перерыв и снова охладите больное место. Повторите эту последовательность несколько раз по мере необходимости. Затем вы можете обернуть поврежденную область эластичной повязкой, которая помогает уменьшить кровоподтеки, а также боль и отечность. Грелка. На следующий день, когда синяк начнет рассасываться, вы можете изменить компресс на теплый, чтобы увеличить циркуляцию и кровоток. Это поможет удалить кровь, скопившуюся после образования синяка. Применение тепла может также помочь расслабить напряженные мышцы и облегчить боль. Попробуйте электрогрелку, грелку или просто горячую ванну. Витаминный гель. Организм нуждается в витамине К, чтобы механизмы свертывания работали эффективно. Однако после появления синяков таблетки не лучший вариант, особенно для людей, принимающих препараты для разжижения крови или другие лекарственные препараты. Тогда местное воздействие может стать безопасной альтернативой. Гели и кремы с витамином К продаются без рецепта в аптеках. Используйте их в соответствии с инструкциями на упаковке. Народные способы избавления от синяков. Арника. Эта трава широко используется для облегчения боли и ушибов, потому что она содержит соединения, которые обладают противовоспалительным действием
и могут проникать через кожу. Они способствуют быстрому заживлению ран и устраняют отечность. Ананас. Смесь энзимов, содержащихся в ананасе, также обладает сильными противовоспалительными свойствами, а при нанесении на кожу помогает уменьшить синяки и отеки. Точно так же аптечный препарат из него, применяемый в форме добавки, облегчает боль и отек после удаления зубов с эффективностью обезболивающему. Диклофенак. Кипарис. Натуральное масло, полученное из молодых ветвей итальянского кипариса, оказывает положительное влияние на систему кровообращения и водно-жировой баланс. Поэтому его часто используют для лечения варикозного расширения вен, геморроя, ломкости капилляров и ушибов. Просто смешайте несколько капель с маслом-носителем, например, кокосовым, и нанесите непосредственно на синяк. Столетник. Алоэ вера является еще одним доказанным обезболивающим и противовоспалительным средством, которое можно применять местно при ушибах. Если у вас нет возможности получить листик непосредственно от растения, покупайте препараты, содержащие только чистый сок алоэ вера. Окопник. Это растение, которое часто используется для лечения кожных заболеваний и воспалений. Было доказано, что он обладает целебными свойствами, которые также могут быть использованы при ушибах. Можно использовать готовый препарат в виде крема. Нанесите его несколько раз в день на пораженный участок. Вы также можете приготовить самостоятельный компресс из сушеных листьев. Просто прокипятите сырье в воде в течение 10 минут. Затем слейте жидкость, заверните листья в полотенце и приложите к синяку. Цитрусы и овощи. Они также являются хорошим источником рутина, который помогает в заживлении ран. Биофлавоноиды, которые в них содержатся, укрепляют капилляры, что делает их эффективными при лечении синяков, даже тех, которые связаны с серьезными заболеваниями. Зеленые овощи. Как и в случае с аскорбиновой кислотой, следует принимать витамин К, который необходим в процессах коагуляции. Его недостатки способствуют появлению синяков и кровотечений, поэтому лучше их избегать. Хорошими источниками витаминами К являются зеленые листовые овощи, такие как капуста, салат и шпинат. Шпинат также содержит большие, для растительного происхождения, дозы цинка, участвующие в химических реакциях, способствующих заживлению ран. Следите за своим питанием и здоровьем. Ведите активный образ жизни и всегда оставайтесь здоровыми и красивыми. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.